День 10 июля, 24 среда. Протест феминисток. Газетки я уже читал. Кому это интересно, в предыдущем видео. Всем привет, друзья. This is the police. Продолжаем. Опачки. Мой брат отправился в поход в лес и пропал без вести. Я хочу помочь с поисками. Можно мне отгул на сегодня? Мол, я бы тебя с радостью отпустил, но ты мой лучший детектив. Нет. Увы, вот если бы этот Доберито куда-нибудь там собрал себе другое дело, нет проблем. Но только не лучший детектив. Я уверен, ты мне пригодишься сегодня. Не факт, но все может быть. Итак, офис прокурора. Не забудьте приготовиться к предстоящей встрече с прокурорами. 25-й остался один день. Как я должен приготовиться? Воу, позаботьтесь о герое. Джеффри Кингстон. Сегодня герой. Он вытащил из реки тонущего сенатора Уоллеса Грина. Мэрия по рекомендации сенатора решила представить этого офицера к награде. Церемония назначена на июль 27. Будет много журналистов, а также семья мистера Грина, которая хочет лично отблагодарить героя. Позаботьтесь о том, чтобы с этим офицером не случилось ничего необычного. Он должен обязательно присутствовать на церемонии в добром здравии. Ну, Кингстон, молодец. Красава. О, но мне нужно опять, как обычно, слот для офицера. Прибавку можешь попросить. Ну, давай сразу 2 заявочки отправим. Понаглеем чуть-чуть. Биржа труда. Кто-то уволился, да? Я что-то забыл. Кого я там увольнял? Ты все еще тут, говнюк. Ладно. Неважно. А, точно. Детектив же уволился, блин. Из какой смены? Из этой. Провал. Смена А. Смена Б. В смене Б у нас 3 детектива. Нам нужен новый детектив в смену А. Господи, какие вы все унылые. Честно, даже никого бы не брал. Ну ты нам нужен. Эх. Ладненько, давай. Будешь новеньким. Извиняюсь. Голос что-то совсем печалит меня в последнее время. Но что у нас? Покушение на убийство. Ого, если предполагается, что копам придется арестовать не одного или 2 преступников, а целую группу, им может пригодиться автозак. По-настоящему способные сотрудники справятся и без специального транспорта, но большинству полицейских автозак не помешает. Жаль, что у полицейского участка нет денег на него. Это, конечно, все зашибись. А где купить? Я бы прикупил один, пожалуй. Ну-ка. Можно потратить деньги и попробовать откупиться, так сказать. Но я не буду это как пробовать. Хрен его знает, где, короче, купить. Автозак это ваш. Ну ладно. Пердия. Фургончик с мороженым сбил школьника. Скорая помощь приехала через несколько минут, но медикам оставалось лишь констатировать смерть. Ого. Жители улицы, на которой произошла трагедия, в ярости. Они хотят разделаться с водителем фургончика. Он прячется в машине скорой помощи. Медики пытаются образумить толпу, но ситуация вот-вот выйдет из-под контроля. Ну-ка, Перди, иди задаем жару. Где ты фургончик брать? Вообще хз. Спокойствие. О, Джек, какой-то черный гангстер напал на наш магазин. Сейчас мы слишком заняты. Можешь помочь? Ну, давай попробую. Макстолом, Рот и Осман. Точнее, вот сюда Османа, а Макстолна сюда. Давай попробуем. Может быть, я слишком часто им помогаю. Надеюсь, что не очень. Мне проблемы не очень-то нужны. Оу, ситуация оказалась куда серьезнее. Мы думаем, запрошиваем подкрепление. Ладно, Янси, Коти и Остин. Езжайте. Остался один Кингстон, которого я должен хранить как зеницу ока. Блин. Джек, у нас намечается дело в здании суда. Воу, 18:30. Мы не хотим, чтобы полиция все испортила. Я думаю, 6000 хватит для такого рода просьбы. 18:30. Надо запомнить и не спелить, как в прошлый раз. А то эти мафиози всех нас кончат. Лесопилка.
Пожилой мужчина сообщил в участок о жутких криках, доносящихся из лесопилки вот уже полчаса. Мне, черт возьми, 8-й десяток. Заслужил я право спать спокойно или нет? Разберитесь же, наконец. Я пас. Что-то отправлять своего единственного копа, который должен быть жив, на лесопилку. Такой себе хитрый план. Отчет. Молодцы. Что у нас тут? Мистер Бойд, я управляю большим транспортным парком и хочу организовать мастер-класс для своих новых водителей. Они должны научиться вести себя на дороге так, чтобы патрульные даже не смотрели в сторону наших автомобилей. Прошу вас прислать 3 своих лучших офицеров. Они будут весь день кататься с моими людьми, объясняя тонкости полицейского наблюдения за потоком машин на дорогах. Фух, знаю о проблемах устаревшего автопарка полиции, так что взамен обещаю подарить вам автозак. Оу. Но это надо обязательно людей отправлять. Автозак нам нужен, а лесопилка. И вот сейчас решается судьба нашей полиции. Какой-то там пожилой мужчина кричит. Возможно, чья-то жизнь тут висит на волоске. А здесь автозак. Эх, что же делать? Даже музыка закончилась. Блин. Ладно, будем надеяться, что там ничего страшного нет. Езжайте, ребята. Буду плохим полицейским. И композицию мне, пожалуйста, какую-нибудь бобово-зеленую. Возможно, я это сделал зря. Возможно. Преступник скрылся. Ну... Ай! Я только хотел обрадоваться. Блин, ну... Переигрывать это совсем жестко будет. Какое-то хреновое начало. Извиняюсь, друзья. Блин, это было глупо, ладно, буду знать. Из круглосуточной аптеки проступил сигнал тревоги. Внутри пытается прорваться наркоман. Он угрожает девушке-фармацевту расправой, если она не откроет дверь по-хорошему. Господи, кто-нибудь вернитесь уже. А, у нас все вернулись. Ну-ка давай, перди. Кстати, стоп. А вот он, Кингстон. Я его потерял. И Коти. Идите разберитесь с этим наркоманом. Наверное, надо было даже 2 отправить. Ну ладно. Ну ладно. Эх. Че у нас там? Шеф, замахались мы кататься и повторять этим пустоголовым водилам одно и то же. Пойдем по домам на сегодня. Зато мистер Сент выкатил из гаража новенький автозак. Он слишком хорош для тех обезьян, которых мы будем в нем содержать. Ну ладно, зато у нас есть новенький автозак. Жизнь одного человека и автозака — это совсем разные вещи, но что поделать. Переигрывать я уже не могу. Убийство, здание суда. Ага, перед началом финального заседания по делу серийного убийцы Альберта Рамиреза подсудимый выхватил у пристава пистолет из кобуры, расстрелял нескольких человек и забаррикадировался в зале суда, взяв в заложники молодую стенографистку. Я ничего не могу с этим поделать. Я уже под куполом. Молодцы. Хорошая работа. Но с этим я ничего не могу сделать. И вот эти вот сэнды. Эх. Прям так и хочется уже переиграть вообще всю игру заново. Послать нафиг этого Кендрика. И не быть в мафии, и просто быть полицейским. Без всяких хлопот и заморочек. Ну ладно. Будем печалиться по чуть-чуть. Жилой квартал, нападение. Медики переехали на вызов к мужчине, который жаловался на боль в груди. Во время осмотра он внезапно напал на одного из врачей, крича что-то о мировом фармацевтическом заговоре. Другому врачу удалось сбежать и вызвать полицию. Перди, опять твой выход, судя по всему. Возьмите на этот раз с собой Остин. Пускай маленькая девочка учится. Я ничего не могу с этим сделать, блин. Эх. Обидно. Можно, в принципе, потратить денежку за угрозу. Ну, не знаю. Преступник скрылся. Гражданский погиб. Ну все, меня нахрен посадят. Да. Спасибо за деньги, козлы. Но лучше уж они, чем я, моя семья. Семья — это самое главное. Нападение, жилой квартал. Дверь в квартиру заперта, и изнутри слышны неразборчивые крипы.
Взломать замок, постучаться к соседям, залезть через балкон. Выбить дверь. Ну-ка нахрен эту дверь. Оу, щет. Врач лежит на полу связанный, мужчина сидит на нем верхом и размахивает шприцом с какой-то жидкостью. Рядом стоит бутылка отбеливателя. Оу. Дружище, мы твои друзья. Расскажи нам про заговор. Направить на мужчину пистолет и приказать лечь на пол лицом вниз. Мы твои друзья. Мужчина вскакивает и хватает со стола какие-то бумаги. У меня здесь все записано. Доказательства. Их лекарства созданы для того, чтобы контролировать нас. Отлично. Полиция Фрибурга сейчас же начнет расследование. Давай поговорим в участке. Ударить мужчину дубинкой. Бам. Все хорошо. Что хорошо кончается. В участке разберутся, бумажки почитают. Я уверен. Так что все нормально. Да? Да. И час ночи. Заместитель, кстати, я там могу что-нибудь поделать пока. Нанять стукача. Выберите сотрудника, которого хотите нанять стукачом. Оу. Убедите ваших сотрудников не давать против вас показания. Узнать именно сотрудников, которые планируют дать против вас показания. Угу. Можешь отправить на вечеринку кого-нибудь. Пока это мне не надо. Полицейская академия. Давай Мол, что ли, отправим? Или не надо Мол? Давай Остин отправим. Что произошло? Остин учится, да? Или что? Я могу и пользоваться? Ой, все. Больше ничего не могу сделать. Ну ладно. До свидули. Такс. Можно назначить кому-нибудь работать завтра, но нам это не надо. Все молодцы. Почти хороший день. А теперь 11-й. 25-е. Роджерс. Ответственен за разруху в полицейском департаменте. Угу. Мэр Роджерс недоволен работой полиции. Угу. Мэр Роджерс. Я наведу в полиции порядок. Угу. Хреново дело у меня. Судя по всему, придется переигрывать. Ой, мистер Пойт, почему вы отправили полицейских на протест феминисток? Оказывается, отвечайте. Это моя работа. Это крупное мероприятие, полиция обязана была присутствовать. На ваш взгляд, какие-то участники протеста могли представить угрозу окружающим? Определенно. Когда 50 человек собираются в одном месте, всегда есть риск, что что-то пойдет не так. Угу. Мистер Пойт, вы женаты, не так ли? Да, но мы с женой не живем вместе. Формально я женат, но мы с женой разошлись, она больше не живет в моем доме. Как вы относитесь к женщинам? Так же, как к мужчинам. Это конкретный вопрос, некорректный. Хорошо отношусь, прекрасно отношусь. А как к ним еще можно относиться? Мистер Бойд, вы отдали приказ подавить протест силой? Ладно, давай я. Да, это был мой приказ. Ой. Возможно, я что-то сделал неправильно. Все, конец игры. I had to give up some of my favorite habits. I couldn't turn off my phone when my head ached. Couldn't sleep till noon on Saturday and let the rest of HQ take up the slack. No more days off to go fishing. But my weekly visit to the old colony club was more like tradition. One night a week, I absorbed cigar smoke, the vague smell of alcohol, the stench of urine, all mixed with toxic levels of old drunken belches. Same picture it was 30 years ago. Tradition's gotta be honored. And to stay faithful to the tradition, you've got to respect the standard rituals. When you're about to roll out of the club, you need to take a deep breath and count to 100. If your stomach doesn't do a backflip, you should be good to make it home. This time I only got up to 60. I was interrupted. Why? You look even better than you do on TV. There's nothing more impolite than approaching people in the alley at the old colony. This is the most private place in the city. All who enter here dirty their shoes with the most elite stream of vomit in Freeburg.
This asphalt has been blessed by judges, lawyers, artists, businessmen, and all our politicians. Всех тут Takes a воротит. lot of balls to crash the party. My head was a drunken haze, but I knew who he was. A cartoon gangster suit straight out of Dick Tracy. Fancy voice, fruit cologne, sassy strut. That's how the newspapers described Vikas Varga, rising star in Freeburg's criminal underworld. He appeared out of nowhere, and with the support of the local punks, Varga broke all the old rules of organized crime. Какой-то маленький He мудак killed those приперся who could not be killed, и всех поубивал. traded what could not be traded, and robbed those who could not be robbed. In just a single month, this man had gathered an incredible Наплевал на amount все of правила. power. He's been called everything from a clown to a madman to a criminal genius, and more often than not, he's called a low-class upstart short on ideas. But if Vargas was one of the old crime bosses, he'd have been cut into pieces and fed to the river. Look past this guy's arrogance, and there's something about him. The city is still deciding what to do with him. Meanwhile, he's burning down the houses of old city mobsters. Not the best time to talk, Mr. Varga. Well, you know my name. I'm flattered, although not very surprised, to be honest. I might be a little short on manners. Like they say in your fair city, with the right manners, you can go anywhere. Well, I don't want to go anywhere. I want to stay right here. Even the criminal world needs manners, Mr. Varga. And one of them is this. Don't interfere with a drunken cop who's trying to take a shit and puke at the same time. Oh, you exaggerate. But is Freeburg always so gentle with its officers? You've been a bit roughed up lately. I see you already know Freeburg quite well, Mr. Varga. Well, I love to learn and look around. But I do know that the inhabitants of this fair city should be friends, Jack. Что-то мне он уже не Maybe it's нравится. true I don't have Совсем. the best manners. After all, it's only polite for friends to share their phone numbers. Схватил мою руку, написал на руке номер. This Мне он реально city уже of не yours нравится. moves so fast. I feel like I'm hooked on amphetamines all over again. You wake up in the morning full of ideas, and by nightfall, you've all had each other killed. So don't wait too long to call. I don't mind if you're drunk. It's all the more fun. I'll be stoned myself, most likely. Hell, I'm a little stoned right now. It's the only way to live in this place. I like your city, Jack. I'm here to stay. If it weren't for the phone number written on my arm, I probably wouldn't have remembered the conversation in the morning. But there was no reason to worry. I'd be getting a reminder soon. Интересненько. День 12. Пятница. Православные священники подкупили мэра. Греческий священник возглавит православную церковь Приборга. Студенты вызвались помочь фермерам. Да что с голосом? Боже ты мой. Поехали на работу, и что-то произошло опять. Например. My morning ritual was plagued by the smell of Vikas Varga's fruity cologne. It was like the sharp citrus scent was chasing me around the house, as if Vikas was right there in my living room. When I finally realized the smell was coming from a big basket of oranges, it didn't put me any more at ease. I'd opened my door to lots of threatening mail, evidence of criminal wrongdoing, even a dead ferret or two. But fruit? Never. You the fruit guy? Excuse me? Was it you that brought the basket of oranges? Nah, it was here when I arrived. Fine. So who И are кто you? это? Today, I'm your driver. And where are we driving? To work. That's it? Yeah, we have to make an important stop along the way. Where? The ranch. What ranch?
Just the ranch. Fine. Зашибись. The morning seemed surreal, and I took in the magic. Why wreck it with meaningless chatter? As my tight-lipped chauffeur drove an hour through God knows where, I started to feel like I was in the middle of a bad dream, probably lying bloody and concussed in the alley behind the old Colony Club, my nose buried in a rotten orange peel. But no, this was no dream. The silence was real, the sound of the engine was real, the dust was real enough too. And there was the ranch over the horizon. It all seemed familiar. The Sand family's overbearing mansion has been the talk of the headlines for decades, but few have managed to get closer than a few miles. I guess I'm just lucky. Другие гангстеры. Сейчас будет серьезная беседа, да? По этому поводу. Интересно. Сидеть напротив друг друга. Вау, на медведе. С корабликами. Уже не по себе сама картинка. I didn't know you took private meetings, Mr. Sand. Only if I expect good company. I'm surprised my company ranks at all. Today, yes. Today is a special day. So it seems. Do you often go to the old Colony Club, Jack? Every week. Meet any interesting people there? As a rule, no. Sometimes you make a date, right? Sometimes make new friends. Sometimes, I guess. But that's not why I go. And why? I consider it a hobby. A hobby. Do you know anything about my hobbies? Well, judging by the half-dozen animal skins I stepped on walking over here, it's not much of a reach to say you like hunting. Love it. Well, I say that now. It seemed so tedious when I was a child. Took ever so long. But now I'm older. I've developed a new talent. What talent is that? Patience. The will to wait for the right moment. Let's say you want a deer. You know, you deserve it. You've even decided what dishes its meat will go to and where you'll mount its horns. But to get that deer, you've got to wait. To sit in the bushes and stay nice and quiet. Professional hunters will tell you that the hunt is a rare craft. There are many rules. It's shrouded in mystery and ancient skill. Well, that's all complete nonsense. To get a deer, you just sit on the sidelines for a long enough time, pinpoint the moment when it's finally time to shoot. I learned the talent, Jack. But not like you, oh, Jack. You truly are the master. I don't understand. Oh, come on, Jack. I know about the 500,000. I know your plan. Kendrick told me everything. Needless to say, I'm impressed. While some people learn to hold their breath for minutes on end and not to rustle the leaves too loudly, why you decided to just become the foliage. You turned yourself into a bush, surrounded by deer who've been so fruitfully multiplying for decades. But all this time you've held your rifle at the ready. Forgive an old man his imagery, Jack. I've the heart of a poet, I confess. Еще и поэт немного. Look, I don't know what was said between you and Kendrick, but it sounds like you got it wrong. Oh, I think I understand everything just fine. And I think we understand each other quite well. Jack, in the coming war, we'll make excellent partners. What war? One war falls upon every generation. My grandfather drove out the Ambersons back when he was 27. My father destroyed that psychopath gangster, Maurice Bell, when he was a sprightly 30. At 69, I'd begun to think my war had passed me over. But my time has come at last. Tomorrow, Vikas Varga declares war, and I'm obliged to answer. Кайф. So, we're Мафиозная talking война. about Varga now. I don't know how he thinks. I don't even know whether he plans his actions or not. I can't divine his purpose. Hell, I don't even know where he comes from. He's a man not of our breed, wouldn't you say? But when he arrived here, I invited him in, told him we could work together. An official invitation penned in my own hand and written on some very expensive paper. And can you imagine his reply? A fruit basket.
What sense can be made of such a message? I guess it means whatever you want it to. Precisely. I'm late for work, Mr. Sand. You know, Jack, I could just give you $500,000 right now. Cash, whatever denominations you like. But I would never insult you so. If I went stalking my prey for so many years, I wouldn't want someone else to shoot it for me. I understand you, Jack. And I'll never ask you for anything that's contrary to your nature. Just think about our conversation. Think about it. And call me. Ну что, хочешь, чтобы я типа этого парня арестовал или что? На его сторону перешел. У меня будет выбор? Интересно. Интересно. Like I said, it's a whole new life, and I've had to give up some old habits. One of them, keeping away from things that don't concern me. Now I can't afford the luxury. This spotlight I'm under, concerns is all I got. Угу. Вот, собственно, мой выбор. Помочь Фарго, помочь Кристоферу Сэнду. Ну, что я могу сказать? Мне изначально этот персонаж не очень понравился. Какой-то слишком нахальный, тип вредный, не соблюдает традиции великих братьев мафия. Поэтому я, наверное, пойду на сторону Кристоферу Сэнду. Все-таки старый мужик, опытный, знающий, что брать от жизни, а что не надо брать. А это нахальный сорванец, скажем так. Глупости, глупости, ладно. Tell him it's Boyd. Угу. И начался новый день рабочий. Начать. Как все просто. Давай вот это послушаем. Да-да-да, давай, заводи. Класс. Офис прокурора. Вы признаны виновным в превышении должностных полномочий. Ваша зарплата урезается на 50%. Ебтить твою налево. Эй, вы чё? Мэрия. Мне, наверное, еще и отказали. Ё-моё. Вслед до офицера, мэрия не может удовлетворить ваш запрос в настоящий момент. Отказано. Отказано. Завтра состоится церемония. Приглядывайте за героем. Зарплата. Я разочарован. Алло. Как там посмотреть-то я забыл. О, блин. А, вот тут эти задания. Официальная жалоба. По-моему, надо было заплатить все-таки 35 косарей, и все было бы лучше. Ой, как все сложно. Это реально очень серьезная игра, которая не любит, когда ее обманывают. Массовая драка. Поступил звонок от управляющего клубом, который сообщил, что в главном зале началась массовая драка. Больше 20 человек сцепились друг с другом. Охрана не желает вмешиваться, потому что у некоторых берущихся есть ножи. На танцполе уже лежит несколько раненых, но никто не знает, чему может... Ой, почему началась вся эта резня? Офигеть. Ну, тогда спецназ, автозак. Кингстон, ты должен жить. Ямси, Коти, Макстоун отправляются. Вот хрен. Я бы и тебя отправил. Но ты нужен живым. Я и так уже слишком перед мэрией оплошал. А ты у нас герой. Тебя нельзя подставлять. Пригород. Подростки выгуливали пса и что-то не поделили. В итоге один натравил собаку на другого. В полицию позвонила девушка, которая каталась на велосипеде неподалеку. Ну, замечательно. 2 подростка. Ладно, езжайте.
Оу. Черт. Ладно, Кингстон, если что, переиграем. Езжай. Белодрянь. Как они там со спецназом-то не справились? Серьезно? Что за глупости? Ну ладно. Скажите мне, что все хорошо. Просто скажите. Мальчик лежит на земле и с трудом сдерживает гавкающую собаку, которая пытается вцепиться ему в горло. Шок-вейпом. Оттащить собаку за ошейник, выстрелить в воздух. Ну-ка, шок-вейпоном ее. Собака отпускает мальчика, ее хозяин убегает. Одолжить у девочки велосипед, приказать подростку остановиться, побежать следом. Одолжить велосипед. Отлично сработано. Молодцы. Массовая драка. Преступник пойман, офицеры невредимы, гражданские невредимы. Хорошие новости. Молодцы. Убийство в церкви. И это все замечательно. Кто у нас вернется? Кто-нибудь успеет? Давайте. Быстрей. Зашибись. Прихожанка Мария Серпентино сообщила о выстрелах в церкви в исповедальню зашел бородатый мужчина в шляпе, и через минуту оттуда раздалось несколько выстрелов. Потом мужчина спокойно вышел из кабинки, снял шляпу, перекрестился и сел на скамью. По-моему, он сейчас молится. Что, простите, происходит? Перди, Янси, Коти, Макстоун, езжайте, у вас сегодня проблемки. Стопудово придется переигрывать этот день. Покушение на убийство. Линда Говард неразборчиво сообщила, что после визита к стоматологу ей парализовало лицо. Этот монстр вколол мне какой-то яд. Арестуйте его. Требует девушка. Господи, боже мой. Иди съезди, разберись. Не верю я, что там какая-то подстава. Подстава в церкви у нас. Вот там реально подстава. Наверное. Преступник пойман. Офицеры невредимы, гражданские невредимы. Нет, подставы нет. Добыча. Неавтоматическое оружие. Клево. Офицеры нашли неавтоматическое оружие на месте преступления. Что с ним делать? Отвезти в полицейский участок, попросить мафию продать. Не, давайте в участок повезем. Хотя можно было просить продать, но ладно. Покушение на убийство. Ложная тревога. Я так и думал. Ох уж эти женщины. Не в обиду прекрасному полу сказано. Теракт. Ледовая арена. Ни хрена себе. Продавец мороженого обратил внимание на черную сумку, которая пролежала на скамейке пару часов без присмотра. Ну, может быть, здесь реально какая-нибудь подстава. Сколько там времени? 21:37. Ладно, скатайтесь. Не, втроем едьте к сумке. Не знаю. Уж если взрываться, то втроем, а не еще больше народу. И так у меня проблемно все. Не столь хорошо, как хотелось бы. Ладно. Интрига. Давай, не томи. Отряд прибыл на место вызова. При ближайшем рассмотрении можно заметить, что сумка шевелится. Расстрелять сумку, пока не перестанет шевелиться. Открыть сумку, шевелится. Может, там просто кто-то котенка выкинул. Хрен его знает, друзья. Я не знаю, что будет, открыть сумку или ничего не предпринимать. А давай попробуем открыть сумку. Там котенок. И что там? Неизвестно. Неизвестно. Ничего не понял. Ну ладно. Забавно. Окей. Ну, наверное, там был котенок. Я, по крайней мере, так буду думать. Зашибись. Пускай доедут. Все, доехали.
Отлично. Ну, ничего не могу сделать, да? Мне нужна другая смена. Чекпоинт, день 13, июль, 27, суббота. Ну и чтобы я не повторял эту фразу, газетки почитаю в следующей серии. Надеюсь, вам нравится игра, нравится видео. И не забываем ставить лайк, подписываться в паблик. С вами был Владимир. Даже не знаю. Все, всем пока. Увидимся в последующих сериях. Ей!